Доброе утро, и вы на канале Чернищики, где семья живет в лесу. Вот так проснулись, а уже все гуляют. Хорошо, да? У нас в сарае только овцы с козой. Все, остальные всем сейчас тепло, открыты двери. И вот, кстати, Зинкины поросят всех попродавали. Оставили одну беленькую свинку. Понаблюдаем, если она вырастет покрупнее, чем Зинка, если она будет идти к рукам, то может ее оставим себе. А если нет, то будет видно. В общем, так, 50 на 50. Айзе купили специальное лекарство, капельки, закапываем в уши. Действительно, уши раздертые, она получается, наверное, видите, трясанула. Ушной клещ, скорее всего, у нее есть. Ну, никогда таким не сталкивалась. 4 собаки, только у нее такое. Ушной клещ, я так подозреваю, это заразное. Почему остальные 3 собаки все в порядке? Так, ладно, сейчас быстренько всех кормим, поем, загоняем всех в электропастух и едем на наш другой хутор. Там очень много работы. Если тут почти все сделано, то там все только начинается. Ваську с соски выкормили, поэтому он домашний. А вот белая, смотрите, она не подойдет. А ее надо тоже как-то приучить. Капать надо 5-10 дней. Примерно. По 4 капельки каждое ухо. Если не пройдет, то купим другие какие-нибудь капли. Но эти написано, что помогают от ушного клеща. Может, у нее вообще с детства это. О. Вася, дикий кабан. Ведешь себя как домашний, а эта вьетнамка же ведет себя как дикая. О. Не подойдет даже, для еды не подходит. Даже не дотронулся, она бежит. А, цыплята что еще в сарае. Цыплят на ночь не открываем. Видите? Все кахинхинчики. Ни одной другой породы нету. Ни одной бентамки, ни одного беспородного. Одни кахинхины. Всех цветов. Тут у нас еще на ночь включаем им лампу. А днем выключаем. Их мамка бросила. Хоть ночью греется. Так, у утят лучше всех здесь. Им прикольно, потому что они на солнце, на травке. Курица их не обижает, им тепло. Воду только что надо, вот такую надо каждый день менять. Каждый день. Вот утром ставлю, вечером уже нету. Не, ну павлинов не оплодотворяет, куриц ходит, оплодотворяет. Ну посмотрите, прикол какой. Кстати, те 5 яиц были неоплодотворенные, что мы нашли павлинихи. Но сейчас в курятнике еще одно павлиное яйцо нашли. Посмотрим. Ох и деловой, да. С такой птахой справиться.
раз. Что-то нам не везет на самцов павлинов. Первый дико дразнил, додразнился. Этот кур дразнит. Но он еще молодой, может еще образумиться. Ну, кстати, да, точно, мы один раз видели, он на павлиниху тоже залазил. Точно, было дело. Доходим назад, доходим. Мы уезжаем сидеть в клетках всем. Помылась и хватит, все, мы уезжаем, нету времени, чтобы тут мылась. Давай. Давай, иди, говорю. Вечером приедем, помоешься. Куда? Не бойтесь. Здесь индюшка с цыплятами разных возрастов, с индюшатами. О, много их тут, все живы. Никого не бьет, никого не обижает, всех удочерила, усыновила. Белки один козленок остался, у Зинки один свиненок остался, всех распродали. Давай. Один козленок высасывает, а один сами выдаиваем. Это еда с собой, что вы тут заглядываете? Ай, заохраняй тут все. Вечером приедем. Вот за ночь столько песка наносили. Хоть и плитка тротуарная лежит, все равно песок носит. Добрались, и вот чего у нас только нету, и вот говорю, Валь, давай чайку попьем, а у нас, оказывается, нету спичек. Вы представляете, мы сюда собирался час, ехал час, и не взяли спичек с собой. Вот иногда жалеешь даже, что не куришь. Что делать будем? В магазин поедем. Хорошо людям в городе жить, да? Пошел, купил себе зажигалку, спичек. А я мотанул 10 километров в одну сторону, 10 в другую. И отдал, знаете, сколько на спички в Беларуси стоит? Вот это вот все 75 копеек. 75 копеек. И 20 километров топлива. Эти плинтуса сниму. Можно сразу их в печку. Давай, Валька, здесь печку разожгем. И теплее будет. И будет куда эти плинтуса спалить. Давай? Давай. Может печка сейчас сразу это. Плохая, кажется, она сразу будет ее менять.
пока электричество нам не провели, то попользуемся генератором. Редберг, ну что, сейчас будет у нас дома свет. Так тихо. Ну, обычно, знаешь, генераторы, кажется, сейчас тарахтеть будет. Сейчас мы двери в доме закроем, даже не будем слышать его. Смотрите, что в лесу нашел. Валь, как ты думаешь, кто это? Зубы, как у дикого кабана. Но это может быть даже... Ну, кто с таким зубом может быть? О. Кто это может быть? А ну-ка, напишите в комментариях, кабан. Ну, для кабана маленькие зубки. В смысле, это может челюсть только. Один. Ну, а может это бобер. Да? Или заяц. Хотя такой зуб. Кто это? Степлер Электро. Тоже фирма Redberg. Вообще техника помогает. Ну что, сюда обои теперь наклеются. От короеда дерево обработалось. И обои будут как в квартире ровненькие. Пока мы с тобой дома работаем, то пускай костер потихоньку тлеет. Мне, Валь, все страшнее и страшнее. Почему? Я не знаю, я все пилю, оно не кончается. Как будто тут, я не знаю, гектары. Мне страшно. Мне нет. Мне кажется, мы не сможем. Я вот часто думаю, вот я бы сейчас мог бы сидеть в лодке на рыбалке. А я должен подготовку делать для обоих. Знаете, друзья, когда мы первый раз купили этот дом, когда первый раз зашел, второй, третий, я сказал, печку под снос. Все под снос. А потом как-то и зрители сказали, из сердца дома, и как-то и вот мне так ее жалко стало, все-таки мы ее восстановим, да? Русская печь, хорошая печка будет. И восстановить будет здесь, наверное, дешевле, чем построить новую. Кирпич не надо покупать. Тут буквально надо докупить там кирпичей 50-100 и сделать ее. Поэтому сделаем здесь русскую печку по-новому. Только что мне вот это вот не нравится. Давай. И мне. И как бы из-за того, что печка развалена, и из-за того, что ее как-то закрыли, забаррикадировали вот этим ДСП, она не имеет вида. Да, если мы сейчас вот это разберем, печь восстановим, здесь будет красота. Да, да. Правда? Угу. Разбираем? Да. Восстанавливаем? Угу. Куда мы ввязались вообще? Что мы делаем? Вот здесь все запущеннее, чем на черничном хуторе раз в 100.
Да, Просто да. раз в 100. Здесь нету электричества, здесь нету печки, здесь нету воды, колодца, здесь вообще ничего нету. Это просто, вот можно сказать, просто в тайгу нас вывезли без ничего, и все, и делай, что хочешь. Ты сможешь его сделать? Мгм. Нет уверенности. На мусор. Из маленькой хатки они хотели сделать двухкомнатную квартиру. Не-не. Лучше одну комнату, но просторную. Так тут такая классная печка. Ну, посмотри, как печка становится. Не знаю, зачем они скрыли это ДСП. Смотри, как красивеет сразу. Вот, здесь даже за печкой мыши жили, смотри, гнездо их. Миловица. Во. Здесь мышки тусовались. Зачем нам эти мышиные гнезда? Обоев, конечно. Тут из обоев утеплитель получился уже. Не, так печка покрасивела. Ну да. Вот реально сейчас сердце дома, а то какие-то баррикады развалины стояли. Осталось просто примонтировать печку. Там, видно, кто-то на печке постоянно спал. В этом месте будет стоять шкаф. Нам знакомая позвонила, говорит, есть, говорит, такой шкаф, говорит, ну, говорит, все равно выбрасывать будем, поставим сюда, да? Да. Поэтому здесь, ну, здесь получилась еще самая красивая стена с цельного куска. ДВП прибиваем не гвоздиками, не шурупами, а вот такими вот скобами. Ну, такие вот 1,5 сантиметра примерно. Долго в этом доме не было никакого очага, никто не поддерживал. А мы приехали, сразу 3 костра. Один мусор палим, один шашлыки делаем, третий дом топим. Стейки пожарим, все. Здесь так тихо. Только птички поют. И никто не бэкает. Ну я целый день вспоминаю. Я вот каждый кустик спиливаю и думаю, вот он же сейчас опять растет. Вот нету здесь белки, машки, дашки. Вот нету здесь. Козы, овцы очень помогают. А это наши кусторезы. У нас же тоже было вот так вот все за это. По бокам эти потому что один кустик спиливаешь, 10 вырастает. Тут же бывшие хозяева тоже старались. Вот видите, вот они спилили эти сливки, а они по-новому с двойной силой повырастали. Они даже костер не полили, потому что боялись. Но у нас как раз сейчас дожди идут. Летом-то мы не будем здесь полить костры, здесь в лесу опасно. А сейчас вот вчера дождь был, завтра обещают, поэтому мы немножко палим. Но если здесь не будешь жить, через год сливки вырастут еще выше, чем сейчас есть. Помните, как Дима всегда говорил, убиваем несколько зайцев. Так вот, во мне не умер этот убийца нескольких зайцев. Вот посмотрите, где мы сейчас костер разводим. Валь? На пеньках. Да. То есть я мог бы поставить, конечно, вот здесь вот. Но я вот смотрю, в прошлый раз мы здесь делали шашлыки. Ну и вот здесь трава не растет теперь, метр квадратный. То лучше, чтобы она вот... Тут как раз лозы был куст такой 3 на 3. Мы его срубали, этот куст, а теперь на нем сделаем вот так вот шашлычки, и тут тоже не будет эта лоза больше вылазить.
О, пенек снизу уже поджегся. Там, наверное... Так что уже это глаза не выросли здесь у нас. Единственное, что вот стоит вот такая вот какая-то деревянная пристройка. О, отлично. Я думал, она держит потолок. Нет, он просто... Они ее поставили, чтобы к ней эту гастроплиту привязать. Так что можно это все убирать и разгораживать. Тогда будет очень даже красивая комната получается. Да, да. Светлая будет комната, а то понаделывали стен. Сами себе баррикады. Да. Да, можно ее сносить. Это я уже переживал, что думаю, может надержит какой дымоход. И мы ее такую и оставим. Балку эту? Да. Зачем мы ее закладывали? Ровненько хотели сделать. Беленько. Как в квартире. Вот и все. Вот и все. Теперь печка, какую имели. Да. Не, ну вот когда все освободилось, то хоть видно, что тут эта печка, что ее можно восстановить. Когда-нибудь, Валентина, вот ты вот там запекешь какого-нибудь гуся. Рабочая печка. Скажи, даже обоев еще не наклеили, а уже как-то в доме покрасивело. Да. Все-таки вот эти стены без обоев, это очень мрачно. А светленькие обои, тогда будет светло. И лампочку. И лампочки. У нас какая-то новая жизнь началась. Если мы сейчас были дома, мы бы с тобой шашлык точно не делали, да? Ну да. Ну и хватит. Готов. И бачок, и шашлычок, все готово. Тут, видишь, все сало в костер выкопало. А мы когда с бабушкой в детстве ходили, то мы сало на костре жарили, а потом его в хлебушек вымачивали. И Тогда... я так делала. Да? Мне кажется, все так делали. А мы сейчас что делаем с тобой? Мы хлебушка не едим. Ага. Ну это да. Это у нас далеко от людей, от цивилизации, но зато с рекой поляна накрыта. Готово. Мне здесь начинает нравиться. Потому что здесь еда вкуснее. Я здесь даже переночевал бы, наверное. Никто не бывает. Все, собираемся домой. Вы знаете, первый раз в жизни я пользовался генератором.
Для меня это было что-то такое огромное, тяжелое и громкое. В итоге я на рыбалку такой возьму. Да, 2,7 киловатта, поставил бензинчик, отнес метров 20 от себя, от палатки, и даже не слышно, да? Да. Тихонечко так. Чемоданчик такой. Да, если что-то включаешь, какой-то прибор, он начинает громче работать. Ну а так вот, фу, фен целый день. Он и сварку выдержит, и холодильник, и все, что хочешь, да? Мгм. И даже не привязан к солнечным панелям. И он не тяжелый. Взял как чемоданчик и пошел. Оказывается, это все-таки уже это, прогресс вперед идет, да? Можно купить и тихий, и легкий. Завтра утром приедем сюда опять, будем доделывать. Знаешь, что только я каждый раз захожу и выхожу, когда в это помещение, знаешь, что мне хочется? Что? Включить свет. Мгм. Да? Мгм. А его здесь никогда не было. Включить и выключить. Хочется, вот я зашел, мрачно, темно. Раз, два, три, четыре, пять окон. Ну, темно. Темно, наверное, и потому что и света нет, и потому что вокруг деревья, лес. Надо немножко лес разгущать его. Ладно, поехали домой. Утром опять сюда. Знаете, я как-то по уходу за собой даже сильно не заморачиваюсь. Не мужское это дело. А вот жена, она вот вечно следит за всякими интересными умными штучками. И вот недавно она с Валбериса заказала вот такую вот интересную вещь. Я попользовался, и мне даже захотелось с вами поделиться насчет этого. Вы вообще знали, что сейчас настоящий хит маркетплейсов – это зубная паста филлер? Вот, называется Smart Six. Умная паста филлер Smart Six действует по тому же принципу, что и филлер в косметологии. Заполняет все неровности и микротрещины эмали и дентина, твердой ткани зуба. В основе действий умной пасты филлера Smart Six самая большая концентрация активного восстанавливающего компонента последнего, 4-го поколения – наногидроксипатита или наногаб. Этого компонента в составе аж 20%. Если вдруг кто не знал, компоненты для восстановления зубов бывают разными. Фтор, кальций и обычный гидроксипатит – это все вчерашний день. При долгом регулярном использовании эти компоненты стирают эмаль и портят зубы. А вот наногидроксипатит – это принципиально новый компонент, который начали добавлять в пасты буквально года 2 назад. Он не вызывает отторжения организма, потому что из него на 97% состоит собственная ткань зубов. Первая в мире паста филлер Smart Six с наногаб. Это своего рода жидкая эмаль. Умная паста филлер Smart Six имеет оптимальную абразивность и не стирает эмаль. Наногаб глубоко проникает в микротрещины эмали и дентина, заполняет их и залечивает, предотвращает появление кариеса и лечит уже начавшийся кариес на очень ранних стадиях. Самая классная фишка зубной пасты Smart Six – то, что она восстанавливает эмаль не только в процессе чистки, но и 6 часов после нее. А плюсом идет снижение чувствительности зубов. То есть можно спокойно есть горячее, холодное и никаких неприятных ощущений. Еще одно крутое свойство первой в мире умной пасты филлера Smart Six в том, что она не просто залечивает трещины эмали, но еще и отбеливает зубы на целый тон за 1 месяц. Ну и самый сок. Зубная паста филлер Smart Six дает супер приятное ощущение на зубах. Нежная наномембрана. Ну просто хочется чистить зубы такой пастой. Не только защищает от кариеса, но и делает зубы приятными на ощупь. Хочется трогать и трогать их языком. В Smart Six продумано реально все. Благодаря раструбу оптимального размера из тюбика выдавливается ровно столько пасты, сколько необходимо. Пенится умная паста филлер Smart Six очень хорошо. Поэтому для чистки достаточно буквально горошинки, в отличие от какого-нибудь рокса, который приходится добавлять по 3 раза за чистку. Стоит умная паста Smart Six всего лишь 900 российских рублей. Для такого суперэффективного средства это просто топ цена. Еще и расход умный.
Одного такого тюпика хватает на 2 месяца на семью из 3 человек. Продается такая паста на маркетплейсах. В описании оставил ссылочку для вас. Уезжаем второй день подряд. Собаки сразу без настроения, когда уезжаем. Так, опять приехали. Опять время заняла дорога, выгрузка, разгрузка. Сейчас будем кирпичи разгружать. Просто глухой лес. Нет рядом вообще ни домов никаких, ничего. Никогда не услышишь тут звук бензопилы, газонокосилки. На потолок тоже набиваем. Стены обои наклеются, а потолок беленьким покрасится. Все как было. Совсем даже тут будет как новый дом. Еще крапивы. Косить надо и косить. Крапива, ежевика. Стихийные свалки тут вот такие. И вот это вот все сливки. Сливки между лесом. Какие-то бетонные столбы стоят. Тут, наверное, огород у них был. Я их достать не могу даже. Надо технику вызывать. Сегодня в этом месте полили костер, потому что тут была мусорка какая-то. Тут раньше полторашки, какие-то стеклянные бутылки, какая-то одежда валялась. Мы поэтому в этом месте и разожгли. А уже в следующий раз пойдем там в ежевике разожжем костер. Все, уезжаем. Валь, помнишь, мы когда Черничный хутор тоже был в зарослях, только здесь слива, а там было груши много, колючие-колючие. Смогли там, можем и здесь, да? Да, да. Ну почистить-то мы точно почистим. Печку вычистили, уже понятно где что, покрасивело, и кирпичи новые тоже привезли. Кирпич вообще дешевый. Мы посмотрели по объявлению, 50 рублей, 50 копеек стоит
бэушный, и вот 65 купить новый. Ты что, новый кирпич. Так что, все-таки восстановим эту печку. Я думаю, сейчас главное комнату сделать, чтобы печник мог ночевать, чтобы когда эту печку будут восстанавливать. Поэтому мы так усиленно занялись вот этой комнатой. Вот, сегодня добили... Я все время забываю, как эта фанера называется. МДФ? Нет, ты тоже второй раз говоришь. Забыл. Ты Уже посмотри, устали. как вечером вообще голова не соображает. Вот. ПВХ, ТСП. Все. Да не важно, листами оббили. Листами обили, все. Все, можно уже в следующем видео приехать, покрасить. Валя уже зашлифовала здесь вот эти вот Окна. наличники. Можно покрасить наличники, покрасить беленьким потолочек, потом клеить обои, потом красить пол, заноси кровать и живи, и будет жилая комната, да? Да. А уже когда жилая комната, уже можно делать дальше ремонт. Лопаты, топоры, грабли, все пооставляли, но весь электроинструмент забираем домой. И приедем через пару дней. Сейчас пойду еще включу камеры. Животные, наверное, не приходят, потому что каждый раз еще костер чуть-чуть дымится. Уже надо ехать дома что-нибудь поделать. Уже собаки по нас скучают. Мы дома не были 3 дня. Ну как 3 дня? Наездами только приезжаем переночевать. Соток 15 уже точно обкошено. А тут 70. Булечка, дождались нас, да, дождались. Да, Боли. Тут сами целый день без нас. Только не взяли с собой, да? Каждый день без нас, да, каждый день, мои хорошие, без нас. Ну что, поехали ставить их. А видишь, 3 раза закапали всего лишь уши, а уже меньше поджимает. Уже смотри, смотришь на нас. Видишь? Уже уши торчком стоят. Айза? Айза. Охраняли животных. Пошли всех выпускать. Пошли. Пошли. Выходим. Давай, надоело вам сегодня? Идите гуляйте. Идите. Сейчас по кустам пойдете, да? В электропостуке безопасно, и мы не переживаем. Итак, сегодня целый день дома, целый день на черничной нашей усадьбе, и будем заливать тумбы под дровник. Пошли, выпустим рыжих цыплят первый день на улицу. Пускай целый день гуляют, потому что мы на улице будем. Утят выпустим на улицу. Котел разожгем. Так что все работы будут вокруг этого сарая. Пускай погуляют целый денек, да? О, так вы опять всю воду выпили. Как же вы достали уже, а? Идите вы уже, идите на пруд и там сидите. Опять воды нету, смотрите. Все. Утки, вперед. Ну что, идите первый раз в жизни, погуляйте по улице, по воле.
ты знаешь, что я тебя буду ловить? Я не понимаю. Все понимают, эти козы, овцы. Все сельхозтовары мы покупаем на сайте kslv.by. Сейчас сделали очередной заказ. И Евгений нам выслал в подарок вот такой вот новенький ошейник. Говорит, это специально для белки. Наденем, белка, тебе, потому что походу не нравится зрителям твой старый, облезлый. А вот с таким хорошим, если тебе даже дать жезл, то даже тут будешь зарабатывать. Ну, похоже, да? Какие жезлы не хватает. Фуражку потом вышлют. Вот хочу сегодня вот эти 12 тумб залить. Надо в один уровень вылить, а тумб металлических нету, а земля вот там яма, там яма, там яма, там бугор. А как это сделать? Я вот решил натянуть все нитки и по ниткам выставить тумбы. И вот так вот приколотил. О. Вот первую веревку натянул, сейчас по ней надо все остальные так сделать. Цыплята вокруг меня гуляют, утята гуляют. Надо еще котел разжечь, пока еще здесь, пока я тут работаю, еда наварится. Буду подкидывать. А картошка у нас хоть в погребе есть? Пошли посмотрим. Вот я распарил котел, а там, я помню, на 1-2 раза оставалось картошки. Как я и помню. Вот осталось чуть картошки, чуть буряков. И уже будем кормить до нового урожая чисто молотым комбикормом и зерном. Все, это все мешки пустые. Хороший себе оставим немного. Это последний раз котел, который топлю. Уже будем молодую покупать. Ну да, молодая уже продается вовсю и недорого. А мы ее очень мало едим. Ну да, картошка, хлеб, это углеводы. Стараемся их поменьше. Где-то стараемся картошку только на супчики. Так, чтобы просто пожарили картошки, у нас такого давно не было. Валя, а мы будем на новом хуторе погреб строить? Ну да. У нас такой красивый погреб, такой же самый будем строить? Ты помнишь, что мы это делали целое лето? Вообще. Эти камни выкладывали. Это ручная работа, она вот на нее уходит, да, вот этот погреб ушел чуть ли не, да, не все лето, точно. Наверное, поэтому никто не повторяется нами. Может сделать что-нибудь так, чуть-чуть камней и все. Ну да, но надо погреб построить. Там какие-то фундаменты на том хуторе есть, то ли от сараев, то ли от погребов, то ли от гаражей. Но там есть и шифер, и фундаменты. От чего оно? Хотя погреб бы не развалился, бы дом простоял, и погреб бы простоял. Может, его там вообще не было никогда. Все поделили. Это животное. Это нам еще пригодится. Какую-то гору
Найда. И целый день стоишь здесь, охраняешь? Заняться больше нечем. Газон портишь мне тут. О! О! Целую кость. Ну вот, одну выставил, эту уже можно заливать. Ну, сейчас, конечно, эту на мешалку заведем, когда все будут готовы. Сейчас так все выставлю и зальем. Я, кстати, еще дерево даже не заказывал. Не горит. Везде по чуть-чуть, сейчас не разорвешься. Так тут тумбы залью, сегодня сразу закажу дерево на этот дровник. Кучка, иди куда к своим, да, иди. О, смотри. А, утка, что такое, подожди. Яйца горячие. Она хотела на этих яйцах сесть? Ну, она что-то греет яйца эти. Посмотрите, что творится. Там вообще индюшата лупятся. Что ты? Индюшонок под этим сидит, видишь? Где? Вот, доставай его. Так он замерз уже. Да, ложи под нее, пеком. Где быстрее грейся. А что вы тут вытворяете? Вы что, тут вылупливаетесь, что ли? Бардак-то какой, а? И цыплята тут. Ого, кого тут только нету, смотри. Им уже места мало, они уже повыпадали оттуда. Тихо, не клюйся. Ого, 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 ого. Он, наверное, вот этот индюшонок, смотри, он накалел, смотри. Ничего, он отойдет сейчас под ней. Давай срочно их под лампу. Она пускай остальных довысиживает еще. Видишь, какой здесь бардак. О. Ты меня тут не клюй. О, что тут вылупляются? Включаем лампу. Вот сколько повыдлупливалось индюшат. О. К нам приехал, отделку на стену делает. Красивую там, красить будет. Что, включаем эту лампу, да? Сейчас их надо сюда срочно перенести. То видите, выпал. Еще полчасика он сдох бы. Да. Что ж ты заметила? Выставить дольше, чем залить. Ну, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, правильно? Не за низкий получается, Валь? Нет, достаточно. Там высокий сделали, туда все животные лезут. Я тоже так думаю. Не надо высокий. Даже вот эти тумбы сейчас зальем. Это будет фундамент лучше даже, чем у нас дом стоит на том хуторе. Там на каких-то камнях и блоках стоит. И еще будет 100 лет стоять. Но. Поэтому эти тумбы тоже простоят. А как говорил мой прадед говорил, как бы ты ни построил, он папе так говорил, говорит, все равно, говорит, тебя переживет. Это Действительно, точно. посмотрите, сколько построек переживает людей. Любая постройка переживет людей.
Картошка уже закипела со шкурками, с косточками. Можно запаривать еду. Индюшат уже перенес. Вроде рыжего нет с нами, но посмотрите, сколько рыжих. Вот, почти все рыжие. Вот. Это все рыжие индюшата. Вот сколько их тут. О. Голубая индюшка высидела, считай, только одного голубого. Вот он, такой серенький. Остальные все как папка был. Ну, ничего, видите, у нас должно быть все уже заправило. Утки сели на яйца, значит, тут сутака жаркое. Индюки сели на яйца, значит, с индюка суп. Так должно быть, потому что, когда самец остается без самок, ну, немножко такой вот, ну, как и у людей, наверное. Не один подход, поэтому Тут несколько слоев будет, да? можно еще пока благополучно, скажем так. Что ты тут куром играешь? Иди к своим девкам. Извращенец, они павлин. Картошка кипела на косточках. Косточки дадим собакам. А свинкам только накипь. Дик, Булька, Найда, Айза. Попрошайки, быков. Я белку не могу в таком этом светоражающем жилете видеть. Белка, ты тут самый главный полицейский среди всех животных. Айза, сейчас будешь кушать кипяточек, пока остынет. Все твое. Что, будем заливать воду, цемент. Зальем наши тумбы сегодня. Буду делать 1 к 4. Выдержит, не дом строим. Тем более щебень тут есть.
нас будет на один, наверное, столбик. Вроде бы строительное ведро. Вот, на первом разе сразу треснуло. А в железное плохо, неудобно. О, даже замес один не хватило на столбик. Это мне надо будет что, 18 замесов примерно, а то и 20. Надо тротуарной плитки добавить сюда, тогда меньше замесов пойдет. Да может и раствор будет крепче. Точно, нам было между каждым ведром засовывать. Ну ничего, сейчас на ошибках учится, да? Напоминаю, строим для нашего дровника фундамент. Потому что нам некуда складывать дрова, раз. И потому что осталось много цемента от тротуарной плитки 2, который портится и животные загадывают. Считай, 2 залита. Осталось поменять. А что так спешишь? Знаешь, я хочу сегодня на рыбалку сходить. Можно? Я уже вижу. Я хочу попробовать на одной сажалке посмотреть и на второй. Я просто на рыбу давно не кормил. Я думаю, что сегодня должно клевать. Как ты меня так вычисляешь? Ты меня вообще уже наизусть знаешь. Сейчас будет, тяп-ляпы готова. Нет, я сделаю хорошо, и туда пойду. Угу. Еще, может, рыбы наловлю тебе. Под линеечку. А то, может, тебе кушать ж нечего. Парить, наверное, дождь пойдет. Перед дождиком должно клевать хорошо. Хоть возле дома половить рыбки.
Мне кажется, сейчас дождь будет. Уже 2 раза начинался и 2 раза солнце. Так что успею. Все, 11 залито, 12 остался. Но это дилемма, потому что не хочется заводить бетономешалку больше, еще один замес сделать. И не хочется еще новый мешок цемента начинать. Вот у меня ведро целое, две половинки и камень. Если кину камень, останется. Если не кину, то может не хватить. Что делаем? Кидай. Так а куда потом цемент девать? Давай одно залью, Ага. и будет видно. Сейчас смотри. Оп, Ой, кидай камень. нужен камень. Особенно видно будет, если сейчас еще и камень кину. И еще надо будет капля, да? Да, не, нормально все будет. Наверное. Но если не хватит, будет канал. Не хочу заводить больше. Ну. Давай! Да что ж так не Еще везет-то в надо. жизни, а? Я уже и шел пить чай. Блин! Юж красоты. Ведро раствора не хватило, а? Блин. Завожу бетономешалку. Вань, я сейчас возьму тротуарную плитку и выложу. Тут как раз 8 сантиметров. Не, ну ты знаешь, какой последний бой, он самый этот... Сложный. Придется начинать. Не, ну обычно катит мне. Тут вот, ну, вот надо вот на такой вот ерунде, не повезло. Значит, еще не надо чай пить. Подавлюсь, да? Я уже воды налил сюда, все, уже был уверен, что все. Утки нашли себе воду. Ну вот, ведра точно хватит. Как-то попробовать. Все. Все, повезло. Столбики дом выдержат, не то что дровник.
Пчелка! Окунь. Уже третий. На червяка берут, вот. Заглатывают. Может попробовать поймать рыбу на кукурузу. Пчелка! Где она?